самом деле история меня как активиста, она началась 5 лет назад, и, конечно, большой отпечаток в этом наложили именно военные действия, потому что мое последнее присутствие в городе Донецке, оно было в день освобождения города Славянска. И так случилось, что мне пришлось увидеть собственными глазами, как свобода людей теряется. Это остановки на блокпостах, поднимите руки вверх, предъявите ваши паспорта. Причем люди абсолютно непонятной мне наружности, которые не имеют никаких полномочий на это. И я понимаю, что вот моя свобода, она протекла сквозь пальцы. То есть я не могу ее ни пощупать, ни ощутить. Я поняла, что я крайне не защищена. И очень долгое время я вернулась в родной город Торецк. Тогда это еще был город Дзержинск, и очень таила такую надежду, что вот с дня на день, с дня на день наш город освободят. И этот период ожидания, он дал, необратимые точки невозврата были, внутренние произошли. Когда ты понимаешь, что то, что произошло, ответственность на этом каждом из нас, что то, что происходит, нужно каким-то образом менять. Потом было освобождение города, оно было очень эмоционально тяжелым. И эти украинские танки, которые с подсолнухами едут по городу, это несравнимые ощущения, когда свободы не было и свободу подарили. Это яркое ощущение, которое ты никогда не забудешь. И ты каждый раз возвращаешься в это и вспоминаешь, я вот для этого иду, за этим поэтому я активист, поэтому такая должна быть гражданская позиция. Спустя время, в 2016 году, мы с активистами поехали в город Покровск на фестиваль «Скорее в Украину». Для нас это, конечно, была несбыточная мечта. Мы увидели столько локаций, все так колоритно, все красиво, группы, музыка, сцена. Для нашего города это даже до военного времени было просто сказкой. И вот с этого момента, да, я хочу, да, я буду в этом фестивале. И потом, через какое-то время, выплывает анкета в Фейсбуке о том, что хотите ли вы стать организатором. Да, я хочу. Я заполнила анкету, и предоставилась такая возможность поучаствовать в команде организаторов, и это было, хотя это организовывалось в краткие сроки, но это было что-то невероятное, когда ты в бешеном ритме 24 часа в день, да, в круглые сутки ты видишь, люди горят, они бегают, организовывают концерт, ты стоишь на сцене, тебя благодарят за организаторы, и все в этом что-то такое было заряжающее, что замотивировало еще на какое-то на время, и до сих пор уже 3 года я являюсь так в этом году просто помогаю своей городской команде организовывать фестивали, а в прошлых годах была организатором. И я поняла, что да, это сложно, но нет ничего невозможного для человека, который готов предлагать что-то новое, работающее и что-то интересное, что в корне может изменить ситуацию, закореневшую, да, там. Но в этом в основе всего лежали простые вещи, такая как честность, например, когда ты идешь к чиновнику и честно говоришь, я хочу вот такого, и мне взамен ничего от вас не нужно, я просто хочу, чтобы у меня была возможность, там, например, написать петицию или еще что-то. И да, это сработало не быстро, не за 1 день, не за 2 дня, не за 3 дня, но это дало понять, что изменение – это процесс, и не процесс ни одного дня. Фестиваль – это та точка, которая смогла сделать еще шире тех людей, которые идут с нами в этом городе в одном направлении. Торецк, я вас люблю!